В основе народного земледельческого календаря лежали достаточно архаичные традиции, связанные с представлениями о женской природе земли. Пахота и сев относились к мужским занятиям, тогда как жатва исконно считалась занятием исключительно женским. Не случайно обрядовый фольклор, прежде всего российских переселенцев, в частности белорусов, в жатвенных песнях сохранил упоминание практически исключительно о женских персонажах, которых называли в жатвенных песнях жнейки, жнеи, жнеишки, девочки, молодочки и так далее. Традиционная манера исполнения жатвенных песен включала в себя интонации стона, плача и причитаний. «Не могу стоять, и колос содержатель, соломину ломит, к сырой земле клонит». Подобные состояния тяжести, переспелости и нездоровья исходило как бы от самой нивы с поспевшим урожаем и естественным образом завершалось в процессе жатвы. Таким образом, сама жатва метафорически осмыслялась как роды нивы. В свете сказанного новую интересную интерпретацию приобретают некоторые дожиночные обряды. Дожинками в народе называли определенные ритуальные действия, которые совершались с последними колосьями в поле. Такие колосья обычно не срезали, а только немного подрезали серпом и особым образом пригибали к земле. Сибиряки осмысляли эти действия как завивание Миколиной бородки, то есть бороды святого угодника Миколы. Делалось это для того, чтобы Микола на следующий год не забыл послать им новый урожай. Помимо этого, как сказано в народном календаре у Алексея Макаренко, завершая жнитво, сибиряки бросали через голову серпы. И эти действия, как пишет автор, осмыслялись крестьянами как ворожба с серпами. Совершая подобные действия, они стремились узнать, смогут ли они на следующий год в том же составе снимать урожай. Мифологический и ритуальный контекст подобных действий, как считают исследователи, если мы говорим о завоевании Миколиной бородки и бросании серпов, эти действия рассматриваются как обрезание пуповины и ее перевязывание. Сама жатвенная обрядность при этом предстает как процесс, связанный с рождением нового урожая. Таким образом, приведенные материалы позволяют утверждать, что в традициях сибирских крестьян созревание и уборка урожая с одной стороны, а также вынашивание и рождение детей с другой стороны осмыслялись как связанные друг с другом процессы, которые влияли друг на друга. С окончанием полевых работ наступал период усиленной молотьбы хлеба и сушки его в овинах. Улошные игры и хороводы деревенских парней и девушек сменялись новыми формами осенне-зимнего досуга. Это были посиделки, вечерки и игрища.